Привет, ребят! Ну что же, сразу вас предупреждаю. Сейчас усаживайтесь как можно удобнее и как можно глубже. И со всех сторон как можно плотнее обставляйте себя всяким закусоном, всякими чипсами, пивом, чаем, бутербродами, пирожками и чем только угодно еще. Потому что сейчас я буду вспоминать очень длинную историю. Ибо это будет история об очень длинной игре. О самой длинной игре на Денди, в которую мне довелось поиграть в те самые незабываемые 90-е годы. Эта игра является непревзойденным шедевром, я не побоюсь этого слова. Это наикрутейший, наикачественнейший платформер из всех, что я видел когда-либо на Денди. Я думаю, не только я. Но самое главное то, что эта игра также является и моим ровесником. Потому что она, как и я, появилась на свет в 1988 году. Как вы, наверное, уже поняли, я буду рассказывать вам об игре, об том самом неунывающем итальянском водопроводчике по имени Марио, а именно о третьей части игры про него на Денди, Super Mario Bros. 3. Так, где там чай, пиво? А, все на месте, отлично. Ну что ж, начнем. Итак, Super Mario Bros. 3. Впервые я поиграл в эту игру в 1996 году. На тот момент я уже прекрасно был знаком с первым Марио. Я никогда до этого не видел второго Марио, я имею в виду игры. Зато я видел Марио 8-го. Тот самый Super Mario Bros. 8 Hack the Codon 2, где Марио бегает с молотком. Я был абсолютно уверен, что это Марио, и все беспрекословно в этом были убеждены. И вот, увидев, собственно, Марио 8 и Марио 1, я увидел однажды Super Mario Bros. 3. Было это у моего друга Влада, который жил со мной в одном коридоре. Он в первой квартире, я в пятой. У него однажды появилась приставка Dendy Classic. И он был уникален тем, что у него также дома был наш российского производства телевизор, и он, представляете, видел в приставку в цвете. Видимо, он был уже одним из телевизоров последнего поколения. Я не помню, честно говоря, как он назывался. Я помню, что он был серого цвета, и у него красными такими, знаете, калькуляторными цифрами отображались номера программ. И вот у него, собственно, единственного из всех моих друзей приставка работала в цвете, и мы бегали к нему табунами, чтобы поиграть именно в цвете в наши любимые игры. И вот однажды на этом самом телеке он показал мне свой легендарный картридж. Это была шестиигровка с зеленой наклейкой, называлась Super 6 in 1, в смысле Super 6 в одном, 1996 года. На ней были игры Super Mario Bros. 3, Черепашки-ниндзя 2, Контра, Ниндзя-коты, Ниндзя-крестоносцы, Ниндзя-крусейдерс и такая забавная игра Rainbow Island про чувачка, который бегал по радугам, поднимался вверх по уровням. Собственно, когда он показал мне этот картридж, я знал из игр, представленных на нем, только, наверное, Контру и Черепашки-ниндзя 2. Остальные я не видел. И вот, когда мы с ним... Я, вот, к сожалению, не помню тот самый день, когда я впервые видел эту игру, но помню, что из всех этих игр она меня потрясла визуально более всего. Вообще, наверное, более всего, что я видел тогда на Денди. Потому что она сразу она представляла себя такую огромную, такую масштабную игру. И казалось, что на ее освоение нужны годы, чтобы ее полностью пройти, потому что она была очень длинная и очень огромная. Но на этом картридже у Влада была еще такая замечательная фишка, которую я не встречал больше ни на одном. Вообще картридж был уникальный, скажу вам. Очень жаль, что он у меня не сохранился до сих пор. У него было такое интересное свойство. Помимо основного выбора 6 игр, у него было секретное меню, в котором можно было выбрать практически любой уровень из первых 4 представленных на нем игр. То есть из Super Mario, из Ниндзя-котов, из Контры, из Черепашки-ниндзя 2. Но включалось оно очень интересным образом. Нужно, прям там, кстати, там в меню прям так и было написано. Чтобы включить дополнительное меню, разумеется, по-английски, разумеется, более кратко, чем я рассказываю. Там было написано, что нужно нажать B, зажать на джойстике на первом, и нажать кнопку Reset на приставке, то есть кнопку сброса. И после того, как вы нажмете кнопку сброса, не отпуская B, вы ее отожмете, и у вас высветится меню не из 6 игр, а меню из, не знаю, там пунктов, наверное, 30 было.
где можно было выбрать практически любой уровень. Ни на одном картридже я не встречал такого, чтобы меню вызывалось кнопкой сброса. Это первый единственный раз я такое видел. Это было вообще уникальный случай. И вот, когда мы нажимали B плюс Reset, выскакивало меню, в котором можно было выбрать любой из первых 7 миров Марио 3, практически любой из уровней Черепашек Ниндзя 2, из контри можно было выбрать только с 1 по 6, это я хорошо помню, но почему-то нельзя было выбрать 5, вот что странно. И из Ниндзя Котов можно было выбрать первые 8, остальных, к сожалению, там не было. И вот из-за того, что там в этом меню можно было выбрать именно с 1 по 7 уровни миры Марио, мы, собственно, и понятия не имели, и не догадывались, что в Super Mario 3 есть еще 8 мир. Понимаете, это было в те времена, когда неизвестно совершенно было, сколько вообще миров в разных играх про Марио. Помимо слухов о 9 мире в первой части, мы могли подумать все что угодно, что у Марио может быть там 10 миров, может быть 11, может быть еще больше, черт его знает. И вот всякий раз, когда мы начинали играть вот на этом картридже в Марио, мы выбирали совершенно разные миры. Мы начинали как с 1, так и со 2, с 3, с 5, с 6. Вообще я должен сказать, что больше всего мы любили начинать с 1, с 4. 4 вообще был очень забавный мир. Иногда с 5 и с 6. 7 мир, он вообще был такой стрёмный какой-то, но он сразу казался таким сложным. Там такая мрачная, давящая музычка играла. Казалось, что вообще хрен пройдешь. А 2, 3, ну они такие как-то... Ну, ничего особенного, что ли, они себя не представляли. Вот 4 мир мы любили, но об этом сейчас я вам расскажу чуть позже. Но помимо всех этих замечательных прелестей этого картриджа, в игре Super Mario Bros. 3 у Влада можно было получить в начале ровно 40 жизней. Я знаю, что не только на его картридже была такая штука, что в начале Марио давали сразу 40 жизней, вместо положенных 2, по-моему, или 3. Не, по-моему, 2. Ну, неважно. В общем, да. И вот у него, если начать с любого мира, вам неизменно давали 40 жизней. Вот 40 жизней это было замечательное подспорье для прохождения этой игры, потому что это было обалдеть, какая она была длинная. Вот, ну, что сказать о самой игре. Игра просто, она била все мыслимые и немыслимые рекорды красоты и увлекательности на Денди. Она, мало того, что была нереально красочная, нереально такая, знаете, ну, она сказочная сама по себе, но в нее было просто смертельно, невероятно приятно играть, вы знаете. У нее такое замечательное управление, очень мягкое. Марио всегда был подвижный. Всегда радовало то, что было очень много разных костюмов, разных фишек. Что еще больше радовало, что там был инвентарь, что можно было насобирать грибов, цветов, звезд, кучу костюмов, использовать их в любой момент, когда вы считали нужным. Это было просто, ну просто сбывшаяся мечта. Ну вот вы представляете, вы играете там, допустим, в контру, у вас нет оружия, вы такие, о, надо открыть инвентарь. Открывайте инвентарь, берете себе S-ку, берете себе R-ку, прокачиваетесь, вообще не знаете горя. Вот в Марио было такое как раз таки, это было очень здорово. Вот освоение миров это была вообще отдельная история, это так увлекательно. Но как я уже сказал, что миры в Марио, именно сами миры отличаются и визуально, и вообще по составляющей. Это, например, первый уровень это такой начальный, приятный, парковый, что ли, уровень, Grassland называется. Второй уровень это пустыня, такая, ну пустыня, ёпарасоте, да? Третий уровень это водный мир. Там все, повсюду вода, различные препятствия водяные, глубокие всякие океаны, моря и так далее. Четвертый мир, так это вообще охренеть, там все огромное, ой, как мы его обожали, вы себе не представляете. Да вы, наверное, тоже его обожали. Вот эти вот огромные вопросики, эти огромные черепахи, ходячие грибы, кирпичи, когда вот таким маленьким шпендиком ломаете к чертям собачьим огромные кирпичи, они разлетаются в пух и прах. Это было, блин, ну все это обожали делать. Красота. Пятый мир в Марио был такой уже посложнее. Но вообще, вот именно после, наверное, 4-го мира все остальные миры были посложнее.
Хотя вот сейчас, конечно, трудно как-то адекватно, объективно оценивать сложность, но в детстве совсем казалось все по-другому. То, что сейчас более-менее сложно, тогда казалось охренительно сложно. То, что сейчас казалось сложно, тогда казалось вообще непроходимо, понимаете? Вот, но что самое просто сносило башню в этой игре, это количество секреток. Черт возьми, ни в одной игре на Денди я не видел никогда такого огромного обилия секреток. Это можно сравнить только разве что с разве что с Donkey Kong Country на Super Nintendo. Вот там 100% секретов собрать, наверное, настолько же было нереально, как найти все секретки в Super Mario Bros. 3. Я в те времена, я не знаю, мы находили, ну, процентов 20 от силы всего того, что спрятано в этой игре. И о многом вообще не подозревали. Ну, потому что неоткуда было просто об этом узнать. Там были такие зубодробительные секреты. Вообще, о секретах можно рассказывать часами, на самом деле. Там их столько, это просто... Ну, вот, например, мы никогда не знали, что в Super Mario Bros. 3 можно взять целых 3 дудочки. Мы их называли именно дудочками, хотя, конечно, это флейты. Мы находили только одну. Вот именно в том самом первом замке, на первом мире, мы никогда не находили, не подозревали о том, что в Марио можно заходить за декорацией, если нажать вниз, сидя на белом блоке, зажать вниз. Прогулявшись за декорацией на 3-м уровне, можно найти еще одну дудочку. Вот это... Ну, конечно, да, представить такое себе невозможно, об этом можно только откуда-то узнать. Вот, но а что касается 3-й дудочки, которая была спрятана во 2-м мире, в самом конце, тоже, разумеется, никто не подозревал, что через пальму можно пройти. Но об этом сейчас я еще все расскажу. Я вообще сегодня много чего расскажу. Ну, взять хотя бы, знаете, вот этот вот волшебный таинственный корабль с монетками, который можно вызвать на некоторых мирах, когда бродят по карте чувачки с молотками, мы их называли именно так, и когда при определенном соотношении взятых на уровне монеток, заработанных очков и последней циферки времени, с которым вы завершили уровень, быть может, этот чувак обернется кораблем с монетками. Честно скажу, удавалось случайно буквально раза 2 или 3 за все время. Не понимали как, не представляли вообще, в чем прикол, но когда получалось, это было удивительно. И, собственно, это давало понять, что наверняка в игре спрятано еще дофига всего. Вот взять, например, вот эти вот, еще, например, скрытые грибы на уровнях. На каждом уровне есть, на каждом мире есть такие уровни, где если на этом определенном уровне собрать абсолютно все имеющиеся там монетки или какое-то определенное число, то на карте мира появится секретный грибок. Он будет как карта вот так вот ходить вправо-влево. И вот в этом грибке можно будет получить либо пешку, то есть пешка это вот эта вот летающая штука, которая превращает Марио в летающего кота. Или якорь. А якоре мы вообще не подозревали. Вот это просто... Ну, разумеется, если не подозревали о грибах, не подозревали о якорях. Ну, ладно. Короче говоря, к Владу я ходил в те времена очень часто. Вот, как я уже сказал, у него единственно был цветной телевизор. Все цветные телевизоры были у всех, но у него цветной телевизор был действительно цветной. Это полный 16-битный процессор, да, как Супоня говорил. Вот у него собирались толпами и играли во все подряд в цвете. Это было круто, на самом деле. Но моя-то лифа была в те времена в деревне. И я ездил только по выходным в деревню. И только по выходным, соответственно, мог играть в свою приставку. А когда был в Ростове, я почти каждый день ходил к Владу. И мы играли у него... Именно вот в большей степени, именно в Super Mario Bros. 3. Вот если я к нему прихожу, я говорю: Влад, давай в Денди, давай. И он, знаете, он даже меня не спрашивает, что будем играть. Он ставит шестиигровку, и я беру джойстик и выбираю Марио, и мы играем в Марио. Это была самая любимая игра, потому что она была всегда разная. А потому что она была огромная, она была просто необъятная на самом деле. И поэтому всякий раз, начиная с разных миров, мы в чем-то где-то находили дальше, где-то находили что-то новое. И когда, например, вот я вам честно скажу, если бы не было на его картридже вот этого вот меню, которое можно выбрать в любой мир, и если бы мы все время начинали с первого, и если бы мы не знали про дудочку, то, наверное, нам было бы не так интересно каждый раз начинать. Мы бы не так часто начинали в эту игру играть. А так мы играли почти каждый день и начинали с разных миров. Но вообще, говоря о Владе,
Я могу вспомнить, знаете, два таких было замечательных случая. Да, сейчас я буду вообще капитально предаваться воспоминаниям. В общем, один раз, вот как я уже сказал, Влад был крут. У него была Денди, у него были суперские игры, у него был свой телевизор, и всех тянуло поиграть в Кладу. И меня в том числе, само собой разумеется. И вот когда уже просто желание накипело, уже хотелось поиграть в Супер Марио, уже, вот знаете, бывают такие моменты, когда просто, ну вот душа желает, душа горит просто, буксы горят, натуре, блин, ну как поиграть в приставку. И вы приходите, я прихожу к Владу, стучу в дверь, открывает его мама, я говорю, Влад дома, а его нет, он на улице. Знаете, мир 8-летнего пацаненка сейчас упал в пол просто лицом. Потому что вы уже рядом, вы уже вот до нее протянуть руку просто до приставки, а вам говорят, что Влада нет. Я впервые в жизни просто, я не знаю, что на меня нашло, я собрал всю свою наглость в своем кулаке и выпустил ее через голосовые связки. Я сказал, а можно я Влада подожду? Да, вот можно я подожду? Да, мы живем в 20 шагах друг от друга. Мне ничего не стоит пойти домой, прийти через 15 минут, спросить, а Влад дома, но можно я подожду? Ну, тетя Лариса, она, вы знаете, она была такая правильная, такая понимающая, чертовски такая. И она, ну подожди. Ну что, подожди, подумаешь. Я зашел, уселся на диван. Тут стоит диван, телевизор стоит слева у окна. Я вот так вот поглядываю налево. У Влада помимо Денди, конечно, тоже много чего интересного было. Куча игрушек, пазлы, машинки, настольные игры, комиксы. У него было все, чего было так мало у всех остальных. Но мой взор всегда магнитила она. И я сижу, Влада нет. Я сижу, я не могу. Я говорю, тетя Ларис, а можно мне в Денди поиграть, а пока Влада нет? Я не помню, к сожалению, ее выражение лица и с какой интонацией она это произнесла, может, она вообще ничего не произнесла. Но она практически безо всякого, это ради бога. Взяла, включила, дала джойстик, и Влада нет, а у меня джойстик, я не знаю, я сижу, думаю, Влад, погуляй еще, а я еще тут погоняю вообще. И я зарезался в Марио, я не помню, с какого мира она, по-моему, с 3-го. И я вообще сижу, ну все, мечта сбылась, душа жаждала, и душа получила. Это было просто восхитительно. Влад пришел где-то минут, наверное, через 30, через 40. Я там уже прошел, наверное, полмира, или уже, ну да, уже больше, чем полмира я прошел, но целый я не прошел, точно помню. И он такой, знаете, такой, оба-на, Пашка, здоров, что, в Марио, да. Как будто он ко мне пришел, а не я к нему, понимаете? Давай поиграем, давай, что. Он взял второй джойстик, и мы начали играть. Это было очень забавно, и больше такого я не делал ни у кого и ни с кем, если честно. Вот, но еще я помню такой тоже забавный случай, постараюсь покороче. В общем, как-то раз я пришел к Владу, он был дома один. И мы знали, что его родители на работе, что его родители не разрешают без них играть Денди, но страшно хотелось. И вот вроде бы вот она Денди, вот он телевизор, но они не подключены, а нам по 8, мне 8, а он на 1,5 года младше меня, ему, понимаете, было 6,5. Я не знаю, как подключать телевизор, приставку к телевизору, а он тем более. И я не представляю, как. Мы бились над этим, наверное, минут 40. Мы тыкали от фонаря, мы нажимали разные программы. Мы не знали, на каком канале настроено, что включать. Может быть, она не настроена, может то да сё. Уже вроде бы отчаялись, понимаете, уже вроде бы забили. И сели там, думали, ну ладно, не получилось, давай в машинку играть. Играли в машинку, там, блин, ну как же поиграть, ну ё-моё, ну вот же Денди, ну блин, ну как так? Мы засели опять долбиться с этими проводами, делали все последовательно, и мы ее включили, черт возьми. Понимаете, это было просто, это было не просто событие, это, ну, в общем, вы поняли, да, что это было. Просто вот вы понимаете. Вот, и мы тогда, я помню, сидели часа 1,5, наверное. Его мама приходила домой около 4, даже нет, около 5. Я помню, что мы где-то за час до того, как... Нет, не за час.
минут за 40 до того, как пришла мама, мы быстренько все подключали обратно, чтобы скрыть все следы, что мы играли в Дэнди. А когда она пришла, блок уже, естественно, остыл, она, естественно, об этом не знала. Мы вот такой: мам, ну мы можем наконец поиграть в Дэнди? Она такая: ну ладно, теперь играйте. И мы, не прошло, понимаете, 40 минут, мы опять заселись и давай гаситься. Ой, таких историй была масса. Но это надо посвящать тому 2-часовой фильм, чтобы обо всем рассказать. Да, ну, продолжим. Играли мы в Super Mario Bros. 3 не только с Владом. Естественно, были и другие друзья, а особенно Илюха. Он тоже жил с нами на первом этаже. И мы часто, когда я их познакомил друг с другом, мы часто набивали складу и играли втроем. Играли тоже во все подряд, и в черепашек, и в Марио, и в Контру, и в Ниндзя Котов. Но Илья, как он уже был таким чуваком, который все про все игры знал, но в Super Mario Bros. 3 до этого он не играл, но он, естественно, быстро приноровился, играл круче, чем мы. Вот, и я помню, что однажды, я не помню, сколько прошло времени, может полгода, не, наверное, больше, наверное, год прошел, ну, в общем, около того. Я помню, что однажды я сидел у Влада, и пришел Илья. Но он зашел ко мне, и моя мама сказала, что я у Влада, и он пошел туда. Вот, и он пришел такой: пацаны, знаете, что я узнал? Мы такие: что? В Super Mario Bros. 3 можно, есть чит, короче, код на смену уровня на заставке. Мы такие: ну, есть код, ну и чё? Ну, меню там тоже есть, можно выбрать. Он такой: ну, мало ли, давайте попробуем, прикиньте, то самое. Я не знаю, откуда он узнал, но вот он узнал. Ну, мы такие: ну ладно, давай попробуем. Мы вообще обожали разные читы. И плевать тогда даже было, что мы и так можем попасть на любой уровень через это меню. Ну, пофиг, что, давай попробуем. Вы знаете, код, как он нам сказал, код был такой. Надо было на заставке игры нажать несколько раз: АБ, 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 селек, 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 селек. И повторять это по кругу: АБ, 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 селек, 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 АБ, 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 селек, селек, селек. Закономерность выбора уровня вместе с этим кодом вообще не прослеживалась. И вот он нам сказал: вот давайте вот так, и давайте посмотрим, чем будет. Мы нажимаем АБ, 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 селек, 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 АБ, АБ, селек, селек, потом совершенно в хаотичный, спонтанный момент нажимаем старт, и игра начинается с другого мира. Я помню, что вот мы первый раз попробовали, нас выбросило на 5-й мир. Мы такие: о, гля, в натуре работает, прикольно. И что с нами было, когда мы опять начинаем АБ, 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 сели, 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 старт, и вдруг мы попадаем на мир 8. Вот мы мало того, что не представляли, что в Марио есть 8-й мир, потому что вроде бы в меню-то все уровни даны, там, черт возьми, с 1 по 7, а тут мы попадаем на какой-то запредельный 8-й. И просто этот мир, это как будто ад разверся, вы знаете, вот эта сумасшедшая зубодробительная музыка, которая там играет, вот эти вот темные реки, эти пещеры, эта тьма, эти огни, эти черепа, черт возьми, это было, это мы вот так сидели. Ни хрена себе! Это, блин, вот у всех просто челюсть до пола отвисла, понимаете? Сразу в тот самый момент любые попытки начинать с 1 по 7 мир были абсолютно неактуальны. Мы всякий раз начинали только с 8 мира, потому что на 8 мир нельзя было никак по-другому попасть. Мы-то не знали, черт возьми, что в игре можно было взять 2 дудочки и использовать вторую дудочку именно на где-то 9 мире, на смене миров, варп-зона, и попасть сразу на 8. Мы не знали, просто это был наш шанс. Вот нам дали 8 мир, и все. И после этого начались, ой боже, начались бесконечные попытки прохождения 8 мира. У нас не было абсолютно ничего в инвентаре. У нас было 40 жизней зато. То есть, чтобы мы не скопили за игру, нам это никак бы не помогло, да и не могло помочь, потому что мы начало игры у нас было с 8 мира. И мы начали его проходить втроем. Мы собирались у Влада и начинали всякий раз с 8. Я помню, как мы проходили танк. Я помню, как мы проходили этот корабль. Я не помню как, не помню кто, но мы догадались, что можно на уровне корабле проплывать вообще под всеми кораблями под водой и не умереть при этом, и потом выпрыгнуть в конце и продолжить, собственно. Мы
залазили в трубу, потом вылезали вот в этой области, где вот эти вот руки вылазят, вот знаете, да, вот из ниоткуда, и вас хватает Марио, затягивает к себе вот эти вот 3 забавных уровня. Мы думали, что там есть какая-то закономерность, мы очень пытались, всякий раз пытались проскочить, чтобы нас не схватили, иногда получалось, но это ни от чего не зависело, а в большинстве в своем случае не получалось. А потом был вот этот вот наибыстрейший уровень, о боже. Знаете, в те времена, не имея летающего кота, пройти этот уровень было охренеть как сложно. Мы пробовали, я не знаю, десятки раз, и по очереди. Мы играли, все, когда мы собирались втроем, мы играли с одним джойстиком, по очереди, по жизни. И мы вот так вот джойстик по кругу, вот так вот постоянно между нами ходил, мы никто не мог пройти этот уровень. У нас уходили на это дни, у нас уходили недели. Один раз получилось пройти случайно кому-то из нас, и помню, что попали вот на новую зону, где уже ничего не видно, выходите вот в маленьком кружке света, по вот этим вот открывшимся уровням, 1, 2 и так далее. И после этого, когда мы приставку выключили, ну, то есть поиграли, и после этого мы пробовали снова, и мы опять не могли пройти этот скоростной уровень, черт возьми, никак. И уходили на это просто целые недели. Потом, когда уже наловчились, уже прошли 1 уровень и 2 уровень, и дошли до замка. Замок, друзья мои, был невозможен. Такого лютого лабиринта не встречал никто из нас ни в одной игре. Это было просто немыслимо его пройти, разобраться, как там, что и куда. Просто это поставило точку, намертво поставило точку в наших попытках прохождения 8-го мира Марио. Никто из нас не мог пройти его абсолютно никак. Подолбившись несколько раз, мы наконец-таки забили на это и пробовали играть уже и в другие игры, играли. Ну, мы постоянно играли в другие игры, но к Марио возвращались все меньше и меньше, потому что надежда была утеряна. Это было печально. Так вот, шли годы. На дворе был уже 1998 или даже, может быть, 99. Я брал частенько у Влада поиграть вот эту вот 6-игровку с собой в деревню. Я ездил в деревню и там играл в черепашек. Я помню, что я столько раз начинал с технодрома черепашек, чтобы дойти до этого двойника Шреддера, этого двойного Шреддера. Я его ни разу не убивал, меня сразу гасил. Ну ладно, не будем об этом. Но в Марио тоже я частенько начинал играть. И именно когда я играл в Марио, уже получалось, естественно, все лучше и лучше. Я уже как-то начал проходить миры последовательно уже в полном объеме. То есть я проходил поочередно 1, после него проходил 2, после него 3, 4. Но пройти 7-й мир мне так и не удавалось. Он был какой-то вообще такой, я не знаю, ну, сейчас, конечно, трудно подумать, ну, блин, ну в чем там сложность? Ну, вроде такой же, как остальные. А нет, на самом деле, 7-й мир тоже, он был очень такой стрёмный, мрачный и сложный, в общем говоря. И я подумал, что, блин, ну вот, я, видимо, не смогу пройти, а замок тоже мне не дает никак пройти. И вдруг, знаете, меня осенило. Я подумал, что помимо всяких костюмов в игре, всяких вкусняшек в инвентаре дают еще и тучки. Я не знаю, как они называются, мы называли тучки. С помощью тучки можно пройти сквозь любой уровень, не проходя его на карте. И вдруг меня осенило, что если мне удастся сберечь тучку на этот замок, то я смогу его пройти и наконец смогу увидеть, что там дальше. Но, блин, я не могу пройти 7-й мир, понимаете? Я не могу... мне же нужно тучку где-то взять. Если я начну с 8-го, тучку я не возьму. Начну с 7-го, даже если я его прошел, там тучку, по-моему, тоже негде взять. Тучку надо брать еще раньше. И дают там после прохождения миров иногда. Они чередуются с пешками. И дают на уровнях. И вот я понял, что мне нужно, значит, тучку брать на каком-то из начальных уровней. Но поскольку я не мог пройти 7-й мир, я также понял, что мне придется использовать дудочку, чтобы его проскочить. Но, чтобы на дудочке, с помощью одной дудочки, чтобы с помощью нее попасть, миновать 7-й мир и попасть на 8-й, ее нужно использовать в самом начале, хотя бы в любом месте, именно 7-го мира. Потому что если вы используете дудочку на 6-м, то вас отбрасывают на ту же самую полоску варп-зону, где будут даны пути только на 5-й, 6-й, 7-й миры.
И значит, задача состояла в том, чтобы начать с первого уровня, взять дудочку в замке, дойти до 7-го, на 7-м использовать дудочку, естественно, сэкономить тучку, пройти весь 8-й, использовать тучку в замке, и, быть может, вам повезет. Задача была не на 1 час, потому что в те времена я проходил игры не так шустро, как сейчас. И такое масштабное прохождение подразумевало примерно около 3-4 часов времени. Поскольку в деревне мне давали играть, но естественно не целыми же днями мне давали играть, ясно было то, что нужно засесть и, собственно, весь свой дневной лимит игры в приставку израсходовать именно на прохождение Super Mario Bros. 3. И вот однажды этот момент настал. Мы приехали в деревню, на следующий день я засел пораньше играть в эту игру. Нет, не пораньше, я вру. Я пробовал несколько раз. Вот мы приезжали в пятницу, а уезжали в воскресенье. То есть я начинал играть в субботу, у меня не получалось по какой-то причине пройти в субботу, не помню по какой. Я вновь попробовал в воскресенье, примерно около 3-4 часов дня. А домой мы собирались ехать обычно в 7-8. И вот я начал играть, и все пошло вперед, все пошло как по маслу. Я прошел 1-й уровень, я прошел 2-й, 3-й мир, 4-й, 5-й, я прошел 6-й, 6-й был самым длинным миром. Это самая длинная карта из всех. Я добрался до 7-го мира и использовал дудочку, и попал таки на 8-й мир. Кстати, знаете что? Я вам, наверное, соврал. Дело в том, что когда... Слушайте, я не помню, как это получилось. Когда используешь дудочку, ты попадаешь в варп-зону, и там видна 8-я труба. Но почему-то, когда мы попали на 8-й уровень с помощью чита, мы были в нереальном шоке и не представляли, что есть 8-й мир. Блин, может быть, мы дудочку научились брать потом. Вы знаете, я не помню. Я не помню, кто нам рассказал про дудочку, по-моему, тоже Илья. Но... Знаете, да, может быть, это было раньше, может это было до чита, а может и после чита. Ну, да, знаете, наверное, после. Тогда я извиняюсь. Скорее всего, действительно, дудочку мы научились находить после того, как мы нашли, в смысле, после того, как мы использовали чит на 8-й уровень, попали. Ну, так вот, я отвлекся немножко, о чем я говорил. Так вот, да, засел я в деревне, значит, проходить Марио. Я дошел до 7-го мира, я использовал дудочку, я попал на 8-й. И я начал долбить 8-й уровень, но благо там уже был заполненный до отказа инвентарь, и можно было расходовать все подряд, когда только угодно. И поэтому я достаточно быстро добрался до этого замка-лабиринта. Я использовал с таким упоением и наслаждением эту дудочку. Я нажал выбрать тучку. Я нажал выбрать тучку, нажал Б, скрыть инвентарь, нажать А, вправо, мимо замка, и вот. И полная неизвестность передо мной. Я стремился к этому годы. И вот это произошло. Но после замка меня ждала не что иное, как 2 трубы. Первая труба вела назад, в закрытую область на предыдущей карте, а другая труба вела в самую последнюю зону в этом 8-м мире. И когда я вылез из этой трубы и увидел последнюю карту 8-го мира, я обомлел. Потому что там был нарисован последний замок. Это был жуткий, страшный замок. Я сразу понял, что он последний. Я понял, вот она, точка последняя. Вот эта финишная прямая. Вот она, финишная прямая. И вот она, ленточка финишная. И там все завязано. И нужно туда. Но до замка надо было пройти еще уровень танка. Ну, Танк это есть танк. Я прошел 1-й танк, поэтому, в принципе, более-менее быстро я прошел 2-й танк, хоть он был немножко посложнее. Ой, и когда я дошел до замка, на часах было уже, знаете, где-то около 7 часов вечера. Я думал, вот, блин, вот это столько еще я потратил времени. Я даже сам не подозревал, что у меня уйдет столько времени на прохождение каждого мира. И я зашел в замок, я там побегал. Меня, разумеется, сразу пришли вот эти вот статуи своим лучом. Я охренел от неожиданности, ни хрена себе. И, разумеется, я думал, что все остальные статуи тоже стреляют. Я их шугался. Но я потратил жизнь, я потратил 2, потратил 3. И я помню, что когда я вновь зашел в замок, и мне такая мама говорит: так, все, собираемся, едем, короче, домой.
Просто, ну как на этом моменте бросить Марио, когда ты потратил 4 с хреном часа, и вот тебе говорят, что все, когда ты уже у цели, тебе говорят, что все в следующий раз. Блин, ну, были такие детские разочарования, конечно. Ну, не мне вам рассказывать. Естественно, вы тоже с этим сталкивались не раз. Ой, ну, блин, пришлось выключить. У меня там оставалось, я не помню, сложить. Ну, жизни были, да, и костюмы были. Но замок я так и не прошел тогда, я уехал домой. Я помню, что когда я приехал домой, я тоже собирал у себя своих друзей. Я говорю, пацаны, блин, первый я Иля рассказал первому, Иля, блин, там вот я дошел до последнего замка, ты не представляешь, какой там охренительный замок, он такой страшный, вообще пипец. Я ему даже помню, что я ему в тетрадке карандашом нарисовал его примерное строение, вот это вот рожу как бы с открытым ртом, входом, да, и 2 глаза, 2 окна с решетками. Я такой, Иля, вот такая вот там хрень, прикинь. Он такой, ни хрена себе, блин. Вот бы на него посмотреть, короче. И прошла неделя, или даже прошла неделя, или прошло 2 недели. В общем, прошла пара недель. Я вернулся в деревню. Я помню, что когда я второй раз, вот я после того, как я приехал в деревню, я снова начал долбить эту игру. Я помню, что по этой причине у меня опять не получилось дойти до туда. И в эту неделю опять произошел облом. Пришлось ждать еще неделю. Благо, Влад не требовал картридж домой. Он, видимо, ему поднадоел. Я поехал опять в деревню, еще прошла неделя. Я приехал туда, я, слава богу, уже смог дойти до этого замка. Я потратил на это чуть меньше времени, но потратил все равно до хрена. И черт побери, я прошел тогда впервые в жизни этот замок. Я прошел Super Mario Bros. 3, не проходя 7-й мир. 7-й мир вообще я прошел последним из всех. Ой, блин, ну... Но это было неповторимо. Это воистину было неповторимо просто. Когда я прошел его, я помню, что я же с помощью тушки прошел. Я даже ради шутки пробовал опять-таки запускать этот замок, пытался проходить его без тушки, но не получалось. Это просто немыслимо на голову сломать, чтобы его пройти. Конечно, там все просто оказалось, что просто нужно в самую-самую-самую-самую последнюю дверь зайти, но эта дверь появляется только если вы нажмете P и добежите до конца, ну тогда была не судьба. И вот я помню, что когда я тогда приехал уже с картриджем домой, опять у кого-то из друзей мы засели в Марио, я не помню у кого, не помню, правда, сколько мы тогда долбились, с какого мира начали, но помню, что когда я второй раз прошел эту игру, по-моему, я играл вместе с Илей. Я не помню даже, чтобы я Владу тогда показывал. Ну, в общем, не важно. В общем, мои друзья были в курсе, что я такой крутой, что я прошел наконец Super Mario Bros. 3. И после этого я все больше и больше уже учился как-то проходить игру целиком. Если я включал эту игру так просто поиграть, то я уже включал там на каком-нибудь 7-м мире. Я уже учился проходить 7-й мир. Я прошел 7-й мир уже. Уже дудочка мне была не нужна, уже можно было пройти игру там с 5-го уровня или 6-го, если там тучку давали в конце. Вот, но я помню, что мы играли и с Пашкой, ну вообще мы со многими пацанами здесь играли. Вот, но вся эта идиллия продолжалась где-то до 2001 года. Увы, вот почему я рассказываю вам про Марио 3 на этой шестияродке, не показываю вам картридж. Увы, картридж у меня пропал именно тогда, в 2001 году. Пропал по простой причине. Я дал его поиграть одному своему приятелю на пару дней. Приятель дал еще какому-то приятелю. Ну, Влад, это уже был мой картридж на самом деле. Влад мне его уже тогда совсем отдал. Он сказал, что ладно, если он тебе так нравится, ради бога, забирай, у него там так дофига игр. И я просто дал поиграть его другу Андрею. Андрей дал еще кому-то. Я потом его спрашивал, Дрон, ну где картридж? Ну я заберу, Пашка, ага, я заберу. Короче, с концами пропал, и я помню, что даже... Я был очень расстроен, что он пропал. Я даже со злости выбил из него 50 рублей. Тогдашний за этот картридж, говорю, ты охренел вообще, блин. Я с ним не дружил больше, он вообще, я обиделся. Но любой бы обиделся, понимаете, я этот картридж не встречал больше никогда. И вот это был уже 2001 год, на тот момент я уже мог пройти эту игру. И второе свое перерождение игра получила тогда, когда пришла эмуляция. Когда появился интернет в 2003-2004, когда я вновь окунулся, у меня же не было на приставке картриджа Super Mario Bros. 3 больше.
Я поиграть в него теперь смог только на эмуляторе. И когда я его снова прошел на эмуляторе, я был несказанно рад, что вот он снова передо мной. И именно в тот самый период, это был 2004 год, когда я купил книгу, это был, знаете, такой 4-томник, там первые, наверное, страниц 50, там было около 200 страниц, первые страниц 50, там были описания полных прохождений некоторых денисовых игр, а потом шли всякие пароли и коды. И вот я купил именно тот самый том, где было описано полное прохождение со всеми возможными секретками Super Mario Bros. 3. Это была просто Библия тогда, потому что, начав только с первого уровня, когда я вычитал про вторую дудочку, когда я вычитал, как вызвать корабль, когда я находил все вот эти потаенные места с жизнями, с костюмами, со всем прочим дерьмом, это было просто, я охреневал, я просто вот, игра предстала для меня вот уже в новом свете, понимаете? Это здорово, когда уже столько раз пройденная игра вдоль и поперек все равно преподносит какие-то сюрпризы, и ты находишь в ней что-то новое, еще раз новое. И вот тогда же я вычитал описание, как пройти этот замок-лабиринт на 8-м мире Марио. Я все делал по инструкции, я прошел тогда замок. И я был в восторге. Я на радость записал туда полное прохождение со всеми секретками. Но даже в этой книге были описаны и то не все секреты. Представляете? Прошли еще годы. Это был буквально, я не знаю, вот года, наверное, 3 назад или 2 года назад я впервые узнал, что в Super Mario Bros. 3 есть вот эти вот потаенные секретные грибы, которые появляются в каждом мире, если в определенном уровне собрать нужное количество монет. И вот я тогда и узнал, что в этих грибах спрятаны таинственные якоря. То есть в игре был еще один вот этот вот power-up, или как это назвать, вот эта вот инвентарная фишка, которую можно использовать, которую никто не слышал. Черт возьми, 13 лет из моих друзей никто не слышал. Представляете, прошло 13 лет, а игра все равно начала преподносить еще какие-то новые сюрпризы. Это было поистине великолепно. Так вот, ну, я должен сказать, что эти якоря дают возможность привязывать, так сказать, корабль последнего уровня на мире к этому месту, к замку, и он не будет никуда улетать, вам не придется по всей карте за ним гоняться. Вот именно тогда просто все, понимаете, все новое, все, ну, вот говорят, что все новое это хорошо забытое старое, а когда все новое, это мало того, что хорошо забытое старое, но еще и спрятанное в этом старом кое-что новое. Это просто было великолепно. Я не могу больше не привести ни одного примера, чтобы игра вот так вот в течение 13 лет выкидывала для тебя каждый раз что-нибудь новенькое эдакое. Я не удивлюсь, если в этой игре есть еще какие-нибудь секреты, о которых я не знаю. Я надеюсь, что это так, и, быть может, пройдет еще лет 10, и мне скажет кто-нибудь: Пашка, ты знаешь, что там есть таинственный 10-й мир, и если ты возьмешь 5-ю дудочку в каком-нибудь глюке, ты туда попадешь. Я не удивлюсь этому, но я на самом деле удивлюсь так, что я обосрусь, наверное. Вот, ну и в заключение я должен сказать, что Super Mario Bros. 3, ребят, это, безусловно, самый качественнейший платформер на Дене, который я когда-либо видел. Он просто выжимает из приставки все, что можно. Великолепная музыка, прекрасная графика, красочная, очень удобная в управлении, очень разнообразная. Огромное количество секреток. Это великолепная игра, чего говорить. Я вам очень советую играть в нее как можно чаще. Проходите, потому что это самый лучший Марио на Денди. И я даже не побоюсь сказать, что это самый лучший Марио вообще из всех, которые есть. Разумеется, первый это классика, но третий это то, чем бы мог стать первый, если бы он вышел, если бы он появился на 3 года позже. Или, да, на 3. В общем, вот такие вот были мои воспоминания. Я надеюсь, вы не очень устали, и я надеюсь, вы там еще не все съели. Нет, наверное, все-таки все съели. Ну, что же, с прошедшим вас приятным аппетитом, таковые были мои воспоминания об этой великолепной игре Super Mario Bros. 3. Спасибо вам огромное, что вы были со мной. С вами был Киноман. Смотрите Киноманию, играйте в Денди и играйте в Марио. Я жду вас на моем сайте и на моем канале на YouTube. Заходите, всегда будет интересно и весело. До скорого, пока!